Итак, самаритяне. Познакомиться с жизнью этой древнейшей общины можно в их поселке на горе Гризим. В деревне самаритян интересно посетить музей, пообщаться с представителем общины, создателем музея и старейшим из представителей левитов Северного царства Израиля Яфет Коэном. В 722 году до нашей эры Северное царство Израиля было покорено ассирийцами, и большая часть народа угнана в ассирийский плен. Вместо них на земли 10 северных колен Израиля ассирийцы привели другие плененные народы. Евреи их называли кутийцами. Это небольшой город недалеко от Вавилона. Вторая книга Царств, 17-25 стих, рассказывает, что исповедовали пришельцы смесь иудаизма и язычества. Смешавшись с остатками еврейского населения и переняв у них местные традиции, переселенцы становятся новым народом. Самаритяне и по сей день считают себя истинным Израилем, хранителем древних традиций. Это чувство самаритян особенно усилилось после покорения Вавилоном Иудеи в VI веке до новой эры. Во времена Эзры и Нехемии, когда вернувшиеся из Вавилонского плена иудеи приступили к строительству храма в Иерусалиме, самаритяне обратились к евреям с предложением вместе строить храм и стать одним народом. Но Зерубавель, потомок царя Давида, возглавивший возвращение из Вавилона, отказал самаритянам и обрек народы враждовать между собой. Как результат, на горе Гризим появляется альтернативный храм самаритян. Со стороны самаритян начинаются доносы на евреев, что задерживает строительство храма в Иерусалиме. В музее самаритян туристам рассказывают, что народ ведет происхождение от 3 колен Израиля – Эфраима, Менаше, сыновей Иосифа, и Леви. А современные евреи тоже происходят из 3 колен, живших в Южном царстве – Иуда, Беньямин и Леви. Самаритяне почитают Пятикнижье Моисея, однако книга пророков и Писания не входит в святые книги самаритян, за исключением книги Иошуа бен Нуна. Самаритяне ведут свое летоисчисление от перехода народа Израиля через Иордан, считая, что ковчег Завета находился на горе Гризим, и сохранили многие еврейские традиции до наших дней. В праздник Песах самаритян на горе Гризим собираются толпы современных израильтян посмотреть на обряд жертвоприношения.
עצים אנחנו אוכלים, אבל חוץ מזה אנחנו לא אוכלים. כל מה שאתה לא אוכל, אסור לך אנחנו В Суккот внутри самаритянского дома под потолком можно увидеть навес из живых фруктов, а мезуза самаритян вешается прямо над входом в дом. Эта мезуза выглядит как каменная плита с текстом. Но самое удивительное – это сохранившийся до наших дней алфавит самаритян. Это тот алфавит, которому учил Моше еврейских рабов в Египте. Тот алфавит, на котором были даны скрижали. Тот алфавит, которым писали все евреи до Вавилонского плена, что подтверждает все археологические раскопки. Этому алфавиту 3500 лет. Впервые он появился в надписях 15 века до нашей эры в юго-западном Синае. В дальнейшем евреи научили этому алфавиту все местные народы. Моавитяне, аммонитяне и финикийцы писали тем же алфавитом. Моисей видел тяжелую работу еврейских рабов на медных рудниках. Именно там впервые появляются надписи, рисунки. Все надписи сделаны протоеврейским письмом и, видимо, предназначаются для обучения грамоте. Одна и та же буква
повторяется много раз. Встречаются слова из нескольких букв, обозначающими имя. В более поздний период в Синае надписи исчезают, зато они появляются в Ханаане, то есть алфавитное письмо мигрирует вместе с еврейским народом. В XIII и позже в XII веках до нашей эры алфавитное письмо распространяется и принимается окружающими народами. Первый алфавит даже приписывают финикийцам, хотя финикийцы научились алфавитному письму и использовали буквы еврейского алфавита. Переход от иероглифов и клинописи к алфавитному письму – это самая большая революция в истории человечества. Первый народ в мире, который стал писать буквами – это евреи. С помощью алфавита Моше превращает племя рабов в народ книги. 40 лет жизни в пустыне народ учит Тору. В главной молитве Израиля «Шма Исраэль» Моше завещает народу учиться и учить своих сыновей. В период Эзры и Нехемии происходит изменение написания букв еврейского алфавита. Однако старое написание букв сберегли до наших дней самаритяне.